Мальчишки и девчонки, а также их родители, бульончика куриного отведать не хотите ли? Меня зовут Сергей, вещаю вам из колыбели космонавтики, город Калуга. Решил приготовить куриный бульон из домашней курицы. Значит, в главных ролях у нас это курица, половиночка домашняя, раздобыл. Это у нас лучок, стебли, перевязанные веревочкой. Здесь у нас петрушка и укроп, вот такая морковочка, чесночок и немного сельдерея. Из специй у нас розовый, черный, горошек и душистый. По 3 штучки и жгучий перчик, вот такой жгучий, очень жгучий перец. Ну, соответственно, соль. Значит, вот такая у нас интересная курица, половиночка домашняя. Значит, перышки, все я с нее убрал. Сейчас я немножко ее опалю. У меня вот есть тут чугунная сковородочка. Значит, все положим ее. И немножечко ее обожжем горелочкой. Здесь какие маленькие остались на ней перышки, вот они подгорают, волоски. Мы ее подрумяним. Ух! При работе с газом будьте аккуратны, детям не давайте прибор. Значит, мы курицу разрежем, потому что она не поместится у нас в кастрюльку. Значит, мы отделим отдельно бедро. Вот так вот. Ну, а можно прямо вот так. Так, складываем все в кастрюльку. Бульон будет очень насыщенный. Заливаем все это дело холодной водой. Мы поставили курицу, включили плиту. Она должна закипеть. Мы сольем первый бульон. И потом будем уже варить основной. В этот момент мы подготовим с вами овощи. Мы возьмем лук. Второй лайфхак будет. Это оставим на нем шелуху. И также горелочкой обработаем сам лук. Это придаст дополнительный вкус и придаст дополнительный цвет. Вот так прям обожжем до уголька. Вот так будет достаточно. Прекрасно. Нам горелка больше не нужна. Минутка информации. Я решил снять серию видеороликов на YouTube канал, на Дзен, ВК, посвященных домашней кулинарии. Назовем это «Готовим дома с Гореловым». Вот. И сейчас будет серия бульонов. Мы возьмем основу и как фундамент. И на этом уже будем выстраивать кулинарные рецепты. Сейчас у нас куриный бульон, далее будет рыбный, там овощной бульон, сейчас будет пост, это очень актуально. Вегетарианские какие-то моменты, вот такие тоже будут плейлисты. И на основе уже бульонов будем готовить первые, вторые блюда. А если что-то я, допустим, и буду готовить в первый раз, я об этом сразу скажу. Ребята, мы с вами готовим первый раз, допустим, хлеб. Я никогда не пек хлеб. И у меня есть идеи спечь несколько видов хлеба. И я буду делиться своими ощущениями, опытом, а потом буду еще дегустировать и говорить, что плохо, что хорошо, и что бы можно было заменить. Поэтому погнали, подпишитесь и поддержите комментарием, стоит ли оно того или нет. Итак, мы по нарастающей будем с вами готовить домашний майонез, домашнюю горчицу, печь хлеб, я не знаю, делать 10-20 видов борща и щей. Поэтому лайк. Так, у нас первый бульон закипел. Мы сейчас его сольем, промоем курицу, зальем холодной водой и уже доведем до кипения второй раз. Я промыл курочку. Сейчас мы зальем ее чистой холодной водой. Стараюсь воду из-под крана не использовать. Но это наши реалии.
Так, заливаем уже побольше. Вот так вот, чтобы скрывало все. И поставим, пусть тусуется. Так, поставили курицу, ждем, пока все это мероприятие закипит, немного покипит, уберем пену, потом уже будем добавлять овощи, чтобы они не мешались, убирать лишнюю пену. У нас начинает все закипать, появляется пена, мы ее сейчас уберем, нам она не нужна. До этого пользовался вот такими шумовками, дырявыми, видите, ложки. Сейчас купил сито, протестируем сито. Погнали убирать пену. Так, бульончик получается чистенький, пены совсем чуть-чуть. И я крайне, кстати, удивлен. На деревенской курице гораздо меньше получается пены. Это удивительно, кстати, и всякой грязи. Даже первый бульон мне показался довольно прозрачным и интересным. Сейчас мы с вами зафиксируем цвет. Посмотрите, и как изменится цвет от нашего жженого лука в шелухе. И добавим туда морковь. Ух, и перчик. Я думаю, что самое время будет посолить. Потом уже на соль проверим. И добавим чесночок и перчик. Бульончик пусть у нас потусуется. Цвет прекрасный, мне все нравится. Мы посмотрим, насколько желтым станет цвет с добавлением лука, моркови. Уберем его на основную плиту, а в это время пока мы с вами приготовим яйца. Пока бульон у нас тусуется, ему еще полчаса кипеть, мы займемся варкой яиц. Значит, я рекомендую пробивать у яиц вот здесь попку. У меня вот обычная булавочка, сейчас я покажу. Вот так. Мы спустим отсюда воздух. Значит, мы 2 яичка закинем пробитыми, а одно оставим как есть. Посмотрим разницу. Значит, я в воду добавлю соль. Ух! Варить яйца мы будем 7 минут. У меня есть таймер. Хочу, чтобы желток немного остался сырой. Отправляем яйца в кипяток. Вот видите, из яиц выходит воздух из того отверстия, которое мы пробили. Накрываем крышкой, ставим таймер. Отчет пошел. У меня в холодильнике всегда есть лед. Вот такие большие брикеты. Мы добавим сейчас холодная вода у нас здесь. Добавим брикетик льда. У нас яйца сварятся через минуту. Вот так. Чтобы вода была холодная. Пора. Доставать будем шумовкой. Аккуратненько, кастрюля стеклянная. Вот так вот. И пусть они тут попрохлаждаются. Дамы и господа, что я заметил? То, что вода, в которой я варил яйца, она водопроводная, и она стала очень мутная. А бульон мы с вами варим на бутилированной воде. И вот что я хочу вам сказать, что качество бульона, прозрачность его зависит от качества воды. Поэтому, если вы хотите сварить прозрачный качественный бульон, используйте либо фильтрованную, либо бутилированную воду. Все, несу бульон. Посмотрите, какая пушка.
Посмотрите, какой он прозрачный. Но это просто фантастика. Так, пришло время добавить нам наши стебельки. Почистила я яйца, и эффекта никакого не произошло. Может, я не добил. Я, честно, первый раз я пробивал яички булавкой. Поэтому, что я сделал не так, напишите в комментариях. Друзья, ну вот у нас приготовился бульончик. Сейчас мы отсюда извлечем курицу. Уберем все лишнее. И потом его процедим. Посмотрим, какой он будет прозрачный. Луковка. Вот наши связанные, кстати, стебли. Курочка. Для процеживания потребуется марля. Продается в аптеках по 10, по 3 метра и по 5 намотки. Сейчас мы отрежем. Так вот, и процедим. Потом будем сервировать, а оставшийся бульон поставим попариться. Сейчас, опа. Посмотрите цвет. Процедили бульон. Я, конечно, тут пролил, если честно. Не совсем удобно в одного, еще и на камеру. Вот сейчас я покажу вам цвет. Вот такой получился у нас бульон. Так, ну у нас все готово. Начинаем сервировку нашего куриного бульона. Будем сервировать с яичком. Яичко пополам. Давайте посмотрим, как оно выглядит внутри. Вот оно варилось 7 минут. У нас есть морковь, которая варилась в бульоне. Сейчас аккуратненько зальем бульончиком. Посмотрите, какой красивый. Какой прозрачный. У нас здесь 2 острых перчика и укроп. Сухарик. Так, я предлагаю попробовать. Добавим перца. У нас курица. Деревенская курица не сравнится с магазинной. Ребята, это бомба. У нас яичко. Ну, к сожалению, не деревенская. У меня вот такая форма, 2 штуки. Сейчас мы подвыпарим бульон. Сейчас здесь литр 400. Но я думаю, 400 грамм воды мы выпарим. И потом я разолью по пол-литра такие формы. Уберу в морозилку. И в следующих рецептах я скажу: ребята, это бульон из первого видео. И мы, допустим, будем использовать его к пасте, либо к овощам. Всех обнял, приподнял. До новых встреч. Всем мира и добра. Спасибо за просмотр.